Война. День 261. Ситуация на фронтах. В отличие от неожиданного разгрома в Харьковской области в сентябре, сейчас россияне отступают с правого берега Днепра намеренно и организованно, устраивая арьергардные бои, минируя дороги и взрывая мосты для задерживания украинских сил. Плюс они имели время на подготовку этих мероприятий. И хотя их отход сопровождается беспрерывным украинским артиллерийским обстрелом, все же большую часть войск удалось вывести. Да, сейчас уже есть кадры с российскими пленными и убитыми, но все же это не 5 и не 20 тысяч, как пишут некоторые каналы. Тем не менее, это серьезное поражение России, и многие задаются вопросом, а для чего вообще это было? Получается, россияне похоронили тысячи своих солдат в полях Херсонщины, трупы которых до сих пор там, ради того, чтобы увезти 200-летние останки графа Потемкина и пару памятников сомнительной ценности из Херсона. Довольно странный обменный курс выходит. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы в Харьковской области. Бои идут по направлению к Сватово вдоль трассы Р-66. Тут российские войска предпринимают контратакующие действия, но оттеснить украинцев у них не выходит. Основные бои идут возле Новосельского и Макеевки. На правом берегу Северского Донца ожесточенные бои за Белогоровку, Солидар и Бахмутское. Российским войскам удалось прорвать украинскую оборону и выйти на восточную окраину Белогоровки на трассе Т-1302. Украинская 10-я горнострелковая бригада восстановила утраченные позиции на восточной окраине Яковлевки. Из окрестностей Бахмута поступают сообщения о тяжелых боях и сложной обстановке. Украинские защитники держатся, но россияне тут имеют превосходство. Российские войска пытались захватить новые позиции в районе Клещивки, Опытного и Иванграда. Все атаки были отбиты, но им удалось продвинуться на несколько метров в сторону Майорска. В районе Авдеевки попытка россиян прорвать украинские позиции в Веселом была отбита, как и в Первомайском и Невельском. Южнее бои продолжаются в Павловке, видимо, россияне кинули туда свежие силы. Русские утверждают, что контролируют весь поселок, но пока не предоставили никаких доказательств того, что они контролируют западную окраину или центр. Павловка по-прежнему считается оспариваемой. Дальше обстрелы, но без изменений. Юг. Россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в Николаеве, в результате чего погибло по меньшей мере 6 человек. Сегодня ночью продолжился отход россиян с правого берега Днепра. После были подорваны Антоновские мосты, в результате чего были уничтожены 2 пролета. Также был взорван мост на Каховской ГЭС. Плотина при этом осталась целая. Основные силы отошли, но при этом сообщается, что на правом берегу все еще есть российские войска, которые своими силами пытаются отойти. Украинские силы постепенно продвигаются к Днепру, проводя зачистку и разминирование. Их радостно встречают мирные жители, пережившие оккупацию. В населенных пунктах, из которых ушли оккупационные российские войска, но еще не вошли украинские, жители сами срывают российскую символику и баннеры. На момент съемки видео уже известно, что передовые группы зашли в Херсон и Береслав. Быть может, к выходу этого видео уже будет окончательно известно, что все правобережье освобождено от российских войск. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео комментариями, лайками, подпиской, также колокольчик важен для продвижения. Буду благодарен всем, кто пошерит это видео в своих социальных сетях, ну и огромное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово.